Здравствуйте, уважаемые пользователи моих продуктов, а также дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я постараюсь кратко и емко осветить для вас новости и планы по нашему проекту. Я понимаю, что в современном темпе жизни, полном информационных потоков, работы и домашних забот, смотреть длинные видео бывает очень непросто. Спасибо, что вы здесь со мной. Ваше присутствие показывает, что вы ищете не просто быстрый способ заработать или так называемую кнопку бабло, а нечто большее. Среди вас есть те, кто отлично понимает, что на финансовых рынках по-настоящему успешными становится лишь 1-2% трейдеров. Чтобы попасть в эту небольшую, но эффективную группу успешных трейдеров, требуется серьезная подготовка. Вам нужно развивать глубокие компетенции в таких областях, как анализ рынка, управление рисками, психология трейдинга и многие другие важные аспекты. Для развития необходимых компетенций важно иметь эффективные инструменты, позволяющие глубоко анализировать различные области, связанные с торговлей. Одним из таких инструментов является скрининг интеграции, который помогает выявлять скрытые взаимосвязи между активами и принимать более обоснованные решения. Теперь давайте рассмотрим последнее обновление скринера по интеграции по тесту Йоханссона. Одно из первых замечаний, с которым столкнулся, касалось производительности. Оказалось, что изначально заложенные мной 10 потоков для обработки данных совершенно недостаточно. Узнал, что многие трейдеры и аналитики используют гораздо более мощные компьютеры для своих расчетов. Учитывая это, я значительно увеличил количество потоков, и теперь их 64. Это изменение позволит максимально эффективно использовать возможности современного оборудования и существенно ускорить процесс анализа. Теперь скринер может полностью раскрыть потенциал высокопроизводительных систем, которые вы используете. Второе. В процессе тестирования столкнулся с интересной проблемой. Оказалось, что на некоторых версиях Windows процесс расчета имеет тенденцию зависать примерно на отметке 700-800 тысяч итераций. Чтобы решить эту проблему, потребовалось добавить систему мониторинга потоков. Теперь программа постоянно следит за работоспособностью каждого потока. Если какой-то из них зависает или некорректно завершается, система автоматически запускает новый поток, который продолжает выполнение задачи. Это значительно повышает стабильность работы скринера и гарантирует, что расчеты будут завершены даже при возникновении подобных сбоев. Третье. В процессе обратной связи с пользователями я столкнулся с информацией об утечке оперативной памяти. Интересно, что причина оказалась не в коде, а в самой природе обработки данных. На входе теста мы имеем 2 ряда данных, а на выходе теста получаем уже 17 рядов различной информации. И тут надо понимать, что когда мы работаем в динамическом режиме, в реальном времени, то, как правило, нам важны последние изменения. Это 1, или 2, 3 последних бара. И тут никакой утечки нету. А вот когда мы анализируем историю и под наблюдением большой объем данных, то тогда это создавало значительное использование оперативной памяти. Я рассмотрел несколько вариантов решения этой ситуации и в итоге пришел к оптимальному решению, на мой взгляд. Сохранить работу с оперативной памятью для работы в режиме реального времени и дополнительно добавить возможность использования жесткого диска. Для выбора режимов на основном окне скринера в разделе параметров перебора добавился комбо-бокс, отвечающий за выбор режима используемой памяти. Теперь скринер может работать в 3 режимах. Первый. Использует только оперативную память для быстрых расчетов в реальном времени, когда важна каждая секунда. Второй. Задействует жесткий диск при работе с большими объемами исторических данных. И третий смешанный режим, который позволяет использовать оперативную память и жесткий диск. Такой подход позволит скринеру быть гибким и эффективным в различных сценариях использования. Вы можете выбрать оптимальный режим работы в зависимости от ваших текущих задач и объема обрабатываемых данных. В-четвертых, в новой версии учел пожелания пользователя и добавил возможность сохранять и загружать результаты скрининга. Это позволяет не тратить время на повторную обработку данных и открывает новые возможности для оптимизации работы. Обратите внимание на формат имени файла с результатом скрининга. На первый взгляд оно может показаться сложным, но на самом деле содержит важную информацию о параметрах анализа. Давайте разберем пример. Это имя состоит из 13 параметров. Первый параметр означает, что сравниваются все активы между собой. Второй параметр – это количество проведенных итераций, то есть 75900. Далее число анализируемых инструментов 276.
Далее используемый таймфрейм 60 минут. Анализ проводится по ценам закрытия. Применяется тест по следу. Детерминированный параметр не используется. Используется долгосрочная спецификация вектора модели коррекции ошибок. Лаг равен 2. Уровень достоверности составляет 10%. Период теста составляет 300 значений. Используемая история из 301 значения. Последний ал, это второй актив, в паре может быть любым. Понимание структуры имени файла важно для эффективной работы со сканером. Оно позволяет быстро модифицировать нужные результаты без необходимости открывать каждый файл. Например, если вы ищете результат анализа с определенным таймфреймом или количеством инструментов, вы сможете легко найти нужный файл, просто взглянув на его имя и дату создания. Такой подход к именованию файлов не только экономит ваше время, но и помогает лучше организовать рабочий процесс, особенно при работе с большим количеством различных параметров и инструментов. Пятое. Увеличил скорость расчета теста за счет двух ключевых изменений. Снизил накладные расходы и перевел обмен информацией на бинарный формат. Теперь даже на скромном железе, таком как i5 на 2,4 ГГц с 12 гигабайтами оперативной памяти, сканер показывает впечатляющий результат. Возьмем, к примеру, фьючерсный рынок биржи Binance. Сейчас там 329 активов, из которых ликвидные и без пропусков данных около 276. Это дает нам 75 900 итераций для анализа. На скромном указанном железе весь этот объем обрабатывается примерно за 36 минут. Что это значит на практике? Это означает, что каждые 40 минут мы можем получать в Telegram уведомления о ситуациях, когда на фьючерсном рынке крупнейшей криптобиржи мира возникает ценовой дисбаланс по сконтегрированным активам. Это позволяет нам своевременно реагировать на изменения рынка и принимать обоснованные торговые решения. Шестое. В новой версии переопределил систему логирования. Теперь все действия программы записываются в лог аналогично тому, как это реализовано в TS-Lab. Более того, файлы логов теперь сохраняются в той же папке, что и в TS-Lab. Это изменение существенно упрощает процесс поиска багов и отладки кода, особенно когда нужно разобраться в проблемах, возникающих у пользователей. Такой подход позволяет быстрее и эффективнее выявлять и устранять возможные ошибки в работе скринера. Седьмое. Также с целью улучшения анализа скринера и интеграции я внес важное обновление. Я добавил новую функцию, которая позволяет исключить из анализа зеркальные пары активов. Например, если мы анализируем пару биткоин-эфир, то пара эфир-биткоин автоматически исключается, так как она дает идентичные результаты. Кроме того, теперь можно выбирать направление анализа. Начинать с начала списка, что означает строка комбо-бокса прямые пары, или с конца, что означает обратные пары. Это дает возможность сфокусироваться на наиболее интересных для вас активах. Если рассматривать на конкретном примере, то это выбор, какой актив пойдет в перебор. Биткоин, эфир или эфир, биткоин. Такое обновление позволяет значительно сократить время анализа, иногда до 2 раз, и уменьшить объем обрабатываемых данных. При этом мы не теряем никакой важной информации, а наоборот делаем результаты более четкими и понятными. Для владельцев не суперзаряженных компьютеров это очень важная фишка, которая позволяет экономить вычислительные ресурсы путем снижения нагрузки на систему при обработке больших объемов данных. В целом это приводит к тому, что скринер работает намного эффективнее, вы получаете результаты анализа быстрее, они становятся более наглядными и удобными для интерпретации. А это в свою очередь позволяет вам принимать более взвешенные решения в короткие сроки. Если мы берем тот же фьючерсный рынок биржи Binance, где все возможные переборы выполняются за 36 минут, то с использованием данной функции, включающей зеркальные пары, этот же объем информации обрабатывается уже за 17 минут. Таким образом, не только оптимизирован технический процесс, но и улучшена практическая польза скринера для ваших торговых стратегий. Восьмое. В ходе использования скринера некоторые пользователи заметили, что в выходной таблице есть пары активов, по которым не отображаются результаты теста. Для пояснения этой ситуации был добавлен новый показатель процент тестов с ошибкой, вызванной сингулярностью. Сингулярность в контексте нашего скринера – это математическая ситуация, когда невозможно выполнить необходимые расчеты из-за особенностей данных. В математике сингулярность возникает, когда система уравнений не имеет единственного решения, или когда небольшие изменения в исходных данных приводят к значительным изменениям в результатах. При работе с матрицей данных сингулярность появляется, когда матрица становится выраженной, то есть когда невозможно найти ее обратную матрицу.
Это критично, поскольку обратная матрица необходима для многих статистических расчетов, проводимых в сканере. Вот два конкретных примера, когда это может произойти. При создании пары с зеркальным активом, например, мы берем биткоин USDT и биткоин USDT. В этом случае данные будут полностью идентичны, и матрица станет циркулярной. Второй вариант, когда существует огромная разница в ценах между активами в паре. Например, сравнение стоящего там сейчас в районе 66,5 тысяч долларов, да, актив, и очень дешевым альткоином, который там стоит 0,3 там, или 4 1 доллар, да, там, то есть 0,00001 доллар стоит один альткоин, то такая большая разница может привести к численной нестабильности в вычислениях и сингулярности. В обоих случаях проведение полноценного анализа и расчета результатов теста становится невозможным. Поэтому для таких пар в таблице будут отсутствовать значения. И они отсутствуют. Поэтому у людей возникает вопрос, а почему по некоторым парам отсутствуют значения? Новый показатель, процент тестов с ошибкой сингулярности, позволяет понять, насколько часто возникает эта проблема для конкретной пары активов. И это представляет дополнительную информацию о надежности анализа для данной пары. 9. В новой версии сканера добавил удобную функцию дефолтных настроек. Теперь больше вам не нужно каждый раз при запуске программы вручную менять параметры или загружать сохраненные настройки. В главной папке библиотеки вы найдете новый файл под названием «Дефолтные настройки». Этот файл содержит настройки по умолчанию, которые автоматически применяются при запуске сканера. Как это работает? Очень просто. Когда вы открываете сканер, программа автоматически считывает данные из этого файла и применяет их к основному окну. Таким образом, все ваши предпочтительные настройки уже будут установлены, и вы сможете сразу приступить к работе. Эта функция значительно упрощает процесс использования сканера, экономит ваше время и делает работу с программой более комфортной. 10. В новом обновлении я добавил важную функцию средняя камма, так называемая адаптивная скользящая средняя Кауфмана для расчета сигмы. Это улучшение стало возможным благодаря ценному предложению Алексея Горбунова из телеграм-канала TSLab. Камма – это адаптивная скользящая средняя, которая отлично подстраивается под изменения волатильности рынка. Ее главное преимущество заключается в способности быстро реагировать на рыночные изменения, обеспечивая более точный анализ в различных рыночных условиях. Добавление каммы расширяет инструментарий сканера для расчета сигмы, предоставляя вам дополнительный метод анализа рынка. Это позволит получать более разносторонние и точные данные, что особенно полезно в период высокой волатильности. Я всегда стремлюсь улучшить приложение, учитывая ваши потребности и замечания. Ваш опыт использования скринера очень важен для меня. Если вам кажется, что что-то не хватает или что-то можно улучшить, пожалуйста, не стесняйтесь, сообщайте об этом. Ваши идеи, предложения помогают мне делать скринер еще лучше и функциональнее, а также учитывать эти предложения и замечания в дальнейшей разработке. Таким образом, набралось ровно 10 серьезных изменений, которые значительно улучшают работу скринера. Останавливаться, конечно, на этом не планируется. Если у кого-то есть адекватное предложение, подтвержденное значимостью либо необходимостью, то я всегда на связи, обращайтесь, пообщаемся, подумаем над предложениями. И если они будут приняты сообществом, то, конечно, они будут реализованы в ближайшем обновлении. Хочу поделиться с вами идеей об изменениях интерфейса скринера. Есть предложение сделать основное окно более интерактивным. Идея в том, чтобы скрыть блоки параметров, логов, фильтров и таблицы во вкладке, которые можно открывать и закрывать. Это звучит, конечно, заманчиво, но я думаю, что сейчас для этого не совсем подходящее время. Почему? Во-первых, нужно дать пользователям время привыкнуть к текущему интерфейсу. Думаю, что стоит подождать еще 3-4 обновления как минимум. Во-вторых, есть риск усложнить работу. Сейчас все на виду, и это удобно. Если все спрятать, придется больше кликать и тратить время на поиски нужных настроек. В-третьих, мы можем случайно создать так называемый вкладочный хаос. Знаете, когда в программе столько вкладок, что невозможно ничего найти, и только ищешь по этим вкладкам, мышкой кликаешь и ищешь какой-то определенный параметр. Вот именно этого я и не хочу, чтобы было в этой программе. Не забывайте, что тема интеграции сама по себе непростая.
усложнять интерфейс сейчас может быть не лучшей идеей. Что я думаю сделать в будущем? Возможно, добавить опцию, где пользователь сам выберет, какие настройки показывать, а какие скрыть. Но это все в перспективе. Сейчас же я считаю, лучше оставить все как есть, но я обязательно вернусь к этой идее позже. Конечно, мне очень важно знать ваше мнение по этому поводу. Так, теперь хочу рассказать о планах. В ближайших планах у меня важно техническое обновление сканера. Я собираюсь улучшить его архитектуру, полностью переведя его на Net 8 и лучше взаимодействовать с TSLab. Главное, что вы заметите, это решение проблемы зависания. Знаю, что многие из вас сталкиваются с этим, особенно при обработке больших объемов данных. Новая архитектура должна сделать работу сканера намного стабильнее. Кроме того, вы получите более высокую скорость работы, улучшенную интеграцию TSLab и фундамент для нового продукта в будущем. Это обновление на самом деле как бы внешне незаметно, но оно значительно улучшит использование будущих продуктов. Второе. В планах у меня есть интересное обновление. Я хочу предоставить пользователям не только стандартные методы анализа, такие как Sigma, заезженные полосы Боллинджера или Z-Score, ну и более серьезный подход к расчету и определению аномальных выбросов цены. Этот метод будет включать в себя следующее. Во-первых, декомпозицию временного ряда. Мы будем разбивать его на отдельные составляющие, сезонную компоненту, тренд и остатки. Затем мы будем выявлять аномалии в этих компонентах. После этого проведем восстановление исходного временного ряда. И параллельно с этим будем вычислять верхнюю и нижнюю границу диапазона, в которые входят нормальные наблюдения. Этот подход позволит нам более точно определять необычные движения цены спреда и потенциальные торговые возможности. Третье. Следующее важное обновление, над которым я работаю, связано с производительностью сканера. Планирую добавить возможность выполнять все расчеты на видеокартах, то есть использовать мощности ГПУ. Почему это важно? Такой подход позволит значительно увеличить скорость расчетов. Это достигается за счет распределения задач, которые возможны на ГПУ. Какой результат мы получим? Цель довести расчет к интеграции для всего фьючерсного рынка Fibonacci до минутного таймфрейма. Представьте, насколько это ускорит работу и расширит возможности анализа. Вы сможете получить более детальную и актуальную информацию за меньшее время. Это обновление особенно оценят те, кто работает с большими объемами данных или предпочитает анализировать рынок на коротких таймфреймах. В-четвертых, следующий пункт в моих планах касается расширения возможностей анализа. Сейчас наш скринер отлично справляется с поиском линейных закономерностей, используя тесты на интеграцию. Но на этом не останавливаемся. В ближайшем будущем я планирую добавить инструменты для выявления нелинейных зависимостей. Особое внимание будет уделено кополам. Для тех, кто не знаком с этим термином, кополы – это мощный статистический инструмент, который позволяет анализировать сложные взаимосвязи между различными активами. Почему это важно? Нелинейная зависимость часто остается незамеченным при традиционном анализе, но могут предоставлять ценные торговые возможности. В планах сделать эту функцию доступной для пользователя. Этот шаг значительно расширит аналитические возможности скринера, позволяя вам находить более сложные и потенциально более прибыльные паттерны на рынке. Пятое. Следующий важный пункт в моих планах – это внедрение системы риск-менеджмента. Я хочу подчеркнуть, насколько это критически важно для успешной торговли. Давайте посмотрим правде в глаза. Какой бы доходной ни была ваша стратегия на исторических данных, без правильного управления рисками вы все равно рискуете потерять свой депозит. Это суровая реальность трейдинга. Что я планирую сделать в этом плане? Во-первых, добавить инструменты для расчета оптимального размера позиций. Здесь мы будем придерживаться золотого правила. Риск не более 2% от депозита на одну сделку. Это поможет защищать ваш капитал от серьезных потерь в случае неудачных сделок. Во-вторых, внедрить систему контроля месячного риска. Это позволит вам отслеживать общий риск за месяц и не превышать комфортно для вас пределы. В-третьих, разработать модуль для анализа максимальной просадки и других ключевых показателей риска. Также анализирую добавить систему стоп-лоссов и тейк-профитов, адаптированную под стратегии парного трейдинга. Цель этих нововведений – помочь вам сохранить ваш капитал даже в периоды неблагоприятного развития рынка.
Все мы знаем, что есть определенные фазы, и вот для парного трейдинга тоже как бы есть определенная фаза рынка, когда он просто идет замечательно, но есть период, когда он, скажем так, работает не очень хорошо. Шестое. В планах также имеется доделать скринер дивергентной волатильности. Этот инструмент предназначен для автоматизированного поиска пар криптовалют, который демонстрирует асимметричную реакцию на движение основного рынка, в частности биткоина. Скринер будет анализировать исторические данные и выявлять активы, которые имеют тенденцию с минимальным лагом к сильному росту при повышении цены биткоина, а также те, которые склонны к резкому падению даже при незначительном снижении биткоина. Что будет выполнять этот скринер? То есть он будет анализировать интеграцию и корреляцию активов биткоина, рассчитывать коэффициентом волатильности для каждого актива, оценивать, насколько по-разному актив реагирует на рост и падение рынка, и ранжировать активы по их волатильности и асимметрии реакции. Ну и, конечно, наглядно предоставить результаты для удобства анализа. Вот. Этот инструмент позволит быстро идентифицировать потенциальные пары для стратегии, основанной на использовании разнонаправленной волатильности, что может значительно повысить эффективность торговли в условиях, когда мы знаем, что будет всплеск активности на рынке, но не знаем его направления. Вот. Ну вот основные планы. Как вы можете заметить, передо мной стоят масштабные задачи, требующие значительных усилий и времени. Я высоко ценю ваше участие в этих проектах и приглашаю вас активно включиться в процесс его развития. Ваш опыт и идеи будут чрезвычайно полезны как при определении ключевых направлений развития, так и при расстановке приоритетов в моей работе. Я открыт для ваших предложений по улучшению функционала, оптимизации рабочих процессов. Ваше мнение поможет мне сфокусироваться на наиболее важных направлениях и эффективно распределить ресурсы. Давайте вместе определим первоочередные задачи и наметим стратегию их реализации. Ваш вклад в этот процесс не только приветствуется, но и является ключевым фактором. Ну, а на этом все. Всем пока.